Ну да, что я залипаю. Здорово. Как-то раз я подумала, что мне скучно. И да, с этого редко начинается что-то хорошее. В общем, я посмотрела один ролик на ютубе и внезапно осознала, что я неправильно содержу свои растения. И это ужасно. И мне нужно это исправить, подумала я, и заморочилась вопросами того, как содержать, собственно, растения. И в какой-то момент мне пришло в голову, почему бы мне не завести еще какое-нибудь. Я пересадила свои старые, у меня оставалась пара лишних горшков, оставалось что-то еще. И я подумала, мне нужно зайти на Куфор и посмотреть там объявления. Мало ли кто продает домашние растения. И естественно, люди продают домашние растения. Как бы, что я ожидала на сайте с объявлениями? Что их не будут продавать. Я хотела что-нибудь висячее, себе на кухню, что-нибудь, знаете, небольшое. Я один раз зашла на Куфор. И теперь не могу заткнуться. Вчера я притащила себе вот этого парня. Вот этого парня. Это фикус. Бенджамина. Да? Неважно. Теперь его зовут Бенджамин. Это буквально тарелка, которую я под него подложила, потому что у меня не было блюдечка для горшка, и мне отдали его вместе с горшком. Собственно, ничего страшного, потому что блюдечко я сегодня купила. Как и вот эту симпатичную штуку, которая на самом деле для орхидей, но слушайте, какая разница. Поэтому теперь Бенджамин живет у меня. Это как очень плохой анекдот про Василия Ивановича и Петьку и ежика, который будет жить с нами. Я никогда раньше не снимала влоги. И сегодня я поехала по еще одному объявлению, и, судя по фотографии, я думала, что там небольшой горшочек с пепперони. Я приехала, причем подъезд этой женщины, у которой я покупала цветок, он выглядел просто как место из моих ночных кошмаров, которые снятся мне с самого детства. И там всегда именно такие подъезды с какими-то страшными досками, какими-то непонятными лестницами, которые уходят туда, где нет квартир и где чердак. Странно. И женщина передала мне горшочек с цветком, потом сказала, может быть, вы хотите взять у меня еще? И я подумала, почему бы и нет? В итоге все закончилось тем, что горшок с пепперони оказался несколько больше, чем я рассчитывала. Ух ты, я случайно купила точно такой же. Интересно. И в придачу я уехала домой с фикусом и фиалкой. Выглядят они на данный момент не очень, но я надеюсь, я смогу с этим что-то сделать. С моим-то нулевым опытом ухода за растениями. У меня 10 лет живет одна плантация пилей. Я вообще не знаю, как я не убила ее до сих пор. Я ставила их на батарею. Я ставила их на солнце, на западное окно. Я забывала их поливать. Честно, я не знаю, как они до сих пор живы. Может быть, я не такой уж и отвратительный садовод, как мне кажется. В общем, после того, как я оказалась с вот этими двумя ребятами на руках, которые живут буквально в обрезанных бутылках, я поехала в материк и закупилась. И теперь мне нужно с этим всем что-то делать. Директор. Я поняла, что я звучу довольно-таки больной, поэтому мне нужно пойти и выпить лекарство. Конечно, я не перестану от этого звучать больной. Хотя хотелось бы перестать. Поехала. И первое, что я купила, это, собственно, цветочный грунт. Честно говоря, я не знаю, зачем я это все показываю на камеру, как будто это что-то очень интересное, понимаете?
Я купила цветочный блюдечко. С ума сойти, интересно. Блюдечко, которое я буду использовать в качестве подставки под горшок Бенджамина вместо тарелки. Можно было и тарелку. Никто не хватится этой тарелки. Знаете что, если вы разбираетесь в растениеводстве, не бейте меня, пожалуйста, потому что я понятия не имею, что я делаю. Я купила универсальное удобрение для цветов. Я не буду на камеру разбираться, что с ним делать. Я это сделаю потом. Хорошо? Вообще не факт, что их можно зимой подкармливать. Керамзит, который можно класть под землю для растений, который можно класть на землю для растений, который можно кидаться в окно. Все что угодно. Пакет. Леечка для полива. Единственная причина, по которой я ее купила, это то, что она миленькая. Потому что на самом деле я не особо люблю желтый цвет. И все оставшиеся лейки, которые там были, они оказывались либо жутко непрактичными, либо были очень страшные. Очень страшные. Я не знаю, как можно назвать лейку для воды страшной, но да, просто поверьте. Просто вот как сталинская архитектура, только хуже. Я ее люблю, но это стокгольмский синдром. Как это по-умному называется? Опрыскиватель ручной с пульверизатором это называется. Потому что я не хочу просто называть это пшикалкой. Вот. Если не выпендриваться, то это пшикалка. И вот синий — это хороший цвет. Мне нравится синий цвет. Еще я взяла 2 горшочка для того, чтобы пересаживать туда, собственно, вот этих ребят. И звезда сегодняшнего фестиваля — это керамический горшок без глазури, который я безумно долго не могла выбрать, а потом еще дольше ходила подбирать к нему блюдечко, потому что керамические горшки и все их разнообразие не вместилось на одну полку, поэтому блюдечки стояли на отдельной полке. Ты берешь горшочек, ты идешь, перебираешь блюдечко, ты достаешь, оно не подходит по цвету, оно не подходит по размеру, ты бесишься, ты идешь, меняешь горшок на другой, возвращаешься, понимаешь, что он слишком большой, слишком маленький. Есть более темный оранжевый и более светлое блюдечко, и они друг другу не подходят. И поскольку оранжевый мне вообще никак в интерьер не вписывается, и раз уж я заморочилась настолько, что все остальные горшки у меня белые, с какой стати мне брать оранжевый, подумала я, и остановилась на сером горшочке. Он довольно-таки симпатичный, и это, по сути, вся рецензия, что я могу на него сделать, потому что кому вообще сдалась рецензия на этом, собственно, обзор покупок из садового отдела материка мы заканчиваем, и я начинаю дико позориться на камеру, потому что я не умею пересаживать цветы, хотя я уже это делала. Директор. Зачем я это делаю, если я не знаю как? То же самое можно спросить о многих вещах, которые я делаю. Ножницы-то я не взяла. Ладно. Возможно, не стоило этого делать.
Собственно, что я делаю? Я насыпаю туда сначала дренаж, а потом немножко землицы из пакетика. Здесь мог бы быть референс на баночку с землицей, но если я его найду, он здесь будет. Баночка с землицей. Damn, boy, he's thick! Boy, that's a thick-ass boy! Мохнатенько. It's Britney, bitch. Директор. На самом деле мой предыдущий опыт пересадки цветов дал мне понять, что это не так уж и сложно, как мне кажется. Во всяком случае, с такими цветами, которые не требуют каких-то особых заморочек в духе орхидей или чего-то еще в этом роде. Я довольно давно хочу вырастить лимонное дерево, но каждый раз, когда я читаю, как за ним нужно ухаживать, я понимаю, что, скорее всего, на данном уровне садоводства мне это не светит. И знаете, как в Sims, мне нужен 7-й уровень садоводства, чтобы мочь посадить это семечко. Я очень надеюсь, что я все сделала правильно. И меня несколько беспокоит то, что у маленького фикуса практически никаких корней не было. Это не то, что я их случайно обломала, их вообще нет. Их нет. Где они? Помогите Даше найти корни. Я не Даша. Это самая худшая шутка, что вы за сегодня слышали. Вот этот горшочек. Был у меня заготовлен для одной интересной идеи. Вначале я говорила о том, что я хотела завести себе что-то висячее. Из-за этого я изначально завела весь этот забор, и в итоге сижу тут с 4-5 горшками, и у меня еще 3 горшка пилей, но вы их сейчас не видите. Зачем покупать себе растения, если можно просто выйти на лестничную клетку? Как говорится, be gay, do crimes. Никто на самом деле так не говорит. Директор. Директор. Собственно, вот этот малый, и, судя по состоянию его корней, как там это обычно делают? Вот так.
Жилось ему там, конечно, не очень. Я, естественно, ни в коем случае не одобряю воровство, и я даже не могу придумать, что мне сказать в свое оправдание. Помимо того, что крайне вряд ли его кто-то хватится, и если его уже столько времени не трогают, значит, они никому особо не нужны, кроме меня. Мне очень нужны. Директор. Это все, что у меня на сегодня было. Больше ничего интересного не происходит. Возможно, я буду снимать что-то еще. Возможно, не буду, вы больше никогда меня не увидите. Лол, пока.